Всем привет! Расскажу немного про замену подсветки на телевизоре Sony. Данная модель называется KDL55W905 Amperes. 3900 и 905 модель, у них одинаковая подсветка. 4 идет 3 люминус, где стоят фиолетовые светодиоды. И они потом светят на люминесцентную полоску, которая уже дальше подсвечивает экран. Проблема заключалась в том, что эти фиолетовые светодиоды постоянно выгорали. 7, и в продаже не было ни заменных полосок, ни светодиодов. 8, приходилось ремонтировать, заменять их на белые. 9, но потом в продаже появилась подсветка, уже отдельные планочки. Где заказывал на AliExpress, ссылочку в описании я оставлю. Можете там заказать, кому нужно. Единственное, что я заменил, только левую сторону подсветки. И получилось, когда показывают какое-то изображение, то разница особо незаметна. 14, но левая подсветка, если посмотреть по цветам, то белый цвет ярче слева, а справа белый цвет темнее получается. Это хорошо видно, если включить белый экран, где у нас сейчас браузер. Запустим, то видно, что правая часть темнее, чем левая. Поэтому желательно, если вы делаете 18, но я для себя делал 19, то мне, в принципе, я на это внимание не обращаю 20. Привык, если показывать просто какое-то изображение 21, то есть если включить телевизор 22, то разница незаметна. В принципе, показывает хорошо. Но если вы делаете там для кого-то, для клиента, то желательно заменить сразу всю подсветку, целиком и слева, и справа. Чтобы подсветка была одинаковой, 28 равномерной, яркость свечения 29, потому что новые светодиоды светят поярче, чем старые. 30, и сейчас я покажу, как ее заменить. 31. Процесс разборки телевизора я не снимал, потому что я разбирал его давно, еще перед тем, как заказать эти новые светодиодные полоски. 33. Перед вами вот старая подсветка идет. 34. Светодиодные полоски приклеены на алюминиевый радиатор для охлаждения. 3 здесь установлено слева и справа 2 штуки. 36 получается левая нижняя подсветка 37. И справа это верхняя подсветка 38. Здесь она уже неоднократно ремонтировалась. Но все бесполезно, потому что через время начинает гореть следующий светодиод. А это новые полоски, которые я заказал на AliExpress. Ссылочка в описании, на них 42. Вот они идентичны тем, которые там стояли, 43. То есть один в один. Вообще отличий нет, 44, вот поэтому я их заменю и поставлю назад телевизор. Для начала нам нужно снять старую подсветку для 45, этого просто макетным ножом я ее срезаю аккуратненько вдоль линейки, провожу ножом, и она отваливается. 46. После того, как сняли полоску, нам нужно будет очистить от старого скотча двухстороннего. Почистить. Также скальпелем я убрал остатки 48, и после этого нужно будет протереть спиртом 49 и так далее. 50 новая полоска идет на самоклеящей основе. 51 нам нужно просто убрать пленочку и приклеить полоску на радиатор. 53. Вторая полоска меняется точно так же. 54. Сначала отклеиваем и на место нее устанавливаем новую. Смотрите продолжение в следующей серии. 56. Используйте динамометрический ключ, момент затяжки 120 нм. 57. 14. Открутите крепление скобы тормозного суппорта. Используйте торцевую головку номер 19. Используйте ключ-трещотку. 50. Используйте динамометрический ключ, момент затяжки 120 нм. 60. 21. Установите пружину. 62.20. Закрутите крепление пружины. 62.23. Закрутите крепление пружины. 63.24. Закрутите крепление пружины. 64. Используйте динамометрический ключ. Момент затяжки 120 нм. 65.21. Установите пружину. 66.22. Закрутите крепление. 67. Закрутите крепление пружины. 68. Закрутите крепление пружины. Вторая полоска меняется точно так же. Сначала отклеиваем и на место нее устанавливаем новую. Всем спасибо за просмотр. До свидания.